Действительно, я работаю в школе уже 22 год, и за те годы, которые я провел в нашей школе, у меня сложилось самое хорошее, самое доброе впечатление о моих коллегах, о учениках, об администрации школы, родители. Со всеми поддерживаешь хорошие отношения. И действительно, когда я только пришел в британскую международную школу, из государственной школы, мне бросилась в глаза домашняя семейная обстановка, которая здесь царила. Могли запросто дружить, играть на площадке вместе пятиклассники, одиннадцатиклассники. Все друг с другом здороваются. Для меня это было как откровение. И должен заметить, что за все эти годы обстановка, в целом осталась такой же. Другое дело, что я к ней просто привык. Наверное, к хорошему привыкаешь быстро и очень тяжело отвыкнуть. Все общаются друг с другом дружески. Я имею в виду и в формате учитель-родитель, учитель-ученик. Поддерживаем друг друга. Не знаю, мне обстановка, которая здесь царит, нравится. И плюс, конечно, возможность не только для меня, а для моих коллег-педагогов самовыражения, потому что мы имеем возможность давать хорошие знания нашим ученикам, и, соответственно, получать от этого удовлетворение. В российском отделении государственная программа, школа имеет аккредитацию, и мы выдаем в конечном итоге документы государственного образца за 9 и за 11 класс. С нашими аттестатами можно поступать в университеты на территории Российской Федерации. И, стало быть, все законы Российской Федерации образования мы должны выполнять. Поэтому у нас государственная программа, рекомендованные учебники, федеральный базисный учебный план обязательно выполняем, санитарные нормы, и так дальше. Как в любой государственной школе или частно аккредитованной. Из особенностей британской международной школы, такие основные, я бы сказал, особенности, это небольшое количество детей в классах. У нас сейчас на данный момент самый маленький класс 8 человек, самый большой класс 14 человек. И каждому ребенку просто можем уделить больше внимания. И второй момент. Понятно, что британская международная школа красной нитью проходит обучение английскому языку с 1 класса по 11. И могу заверить, что если у нас учиться несколько лет, то английский язык в любом случае будет либо хороший, либо отличный. Об этом я уже говорил, и дружеская, и такая теплая, я бы сказал, атмосфера, которая у нас была на протяжении всех лет, то, что я работаю, она в принципе и сохранилась. Мы спокойно общаемся и с учениками, между собой учителя, с родителями. Такая домашняя семейная обстановка, она сохраняется. Хотя, конечно, эта обстановка не влияет на то, что в любом случае мы должны с детей требовать выполнения тех высоких стандартов образовательных, которые мы заявляем сами, которым должны следовать, благодаря соответствию российской программе обучения. Особенность проведения уроков вытекает из того, о чем я говорил, небольшое количество детей в классах, поэтому у учителей есть возможность в полной мере осуществить индивидуальный подход, по крайней мере, в решении образовательных задач. И, соответственно, дети в классах тоже абсолютно разные и по уровню знаний, по уровню готовности воспринимать те образовательные задачи, которые мы перед ними ставим. Но, опять же, имею возможность найти подход ко всем учащимся. Право на самовыражение, здесь, может быть, я немножко по-другому поставил вопрос. Дети, ведь каждый ребенок – это личность, индивидуальность, и хотим мы того или нет, они в любом случае будут, как вы говорите, самовыражаться, вести себя соответствующим образом. Интересы у всех, конечно, различные. И, безусловно, в нашем образовательном, воспитательном процессе эти моменты нужно учитывать, и мы стараемся это сделать. Кому-то интересно одно, кому-то другое, кого-то нужно больше похвалить, кого-то поругать. Имеем такую возможность. Мне трудно говорить за тех родителей, кто обращается в частные школы или остается в государственных школах.
Проще, наверное, ответить за британскую международную школу. И здесь те особенности, про которые я уже говорил, они в полной мере проявляются. Большое количество детей в государственных школах не позволяет уделить каждому ребенку достаточно внимания и соответствующим образом организовать учебный процесс. Плюс ко всему вот та атмосфера, которая у нас есть, наверное, она родителям нравится, и, наверное, это то, что они ищут. Плюс ко всему, это же не просто атмосфера и возможность организовать соответствующим образом, учитывая индивидуальные особенности ребенка, образовательный процесс. Это в конечном итоге и высокие показатели образования, потому что я могу хвалиться достижениями наших детей. Самое важное сейчас в образовании, наверное, как и раньше было, это, на мой субъективный взгляд, это развитие ребенка, его способностей. Как мы раньше говорили, я, например, сам преподаю математику, и всегда задача ставилась не просто дать определенную сумму знаний, умений, навыков, что, безусловно, тоже входит в федеральные государственные образовательные стандарты, и которым мы должны соответствовать. Но при этом, например, в части математики развить у детей такие способности, как память, логика, абстрактное мышление. То есть, будем говорить так, развитие, всестороннее развитие ребенка. Здесь, наверное, и вовсе сложно сказать, потому что, наверное, надо говорить не об образовании в частности, а об изменениях, которые происходят в обществе в целом. Как самый простой пример, ребенок любой нацелен на получение как можно больше информации, его интересует все. По мере взросления он впитывает в себя все те знания, которым обладало человечество в течение этих веков своего существования. И если раньше информация передавалась, будем говорить, сначала устными рассказами, потом печатные продукции, книги, газеты, последнее время, конец 20 века, это, наверное, телевидение, то сейчас огромная информация идет через интернет, посредством каких-то гаджетов, видео. И как следствие какие-то вещи уходят, какие-то наоборот приходят. Скажем, дети знают компьютеры, умеют работать с ними, не знаю, буквально с малых лет. При этом, скажем, чтение отходит на второй план, что тоже негативно сказывается, например, на знании русского языка. Но это процессы, которые непосредственно отношения к образованию не имеют, а само по себе образование, конечно, должно подстраиваться и максимально готовить ребенка к взрослой жизни. Здесь важен, конечно, индивидуальный подход, то, что я говорил, дети все абсолютно разные, поэтому одного можно заинтересовать одними способами, другого другими. Ну и опять же, вот эта особенность нашей школы, при таком количестве детей в классах имею возможность постараться, насколько у меня это получается, заинтересовать каждого ребенка. Я говорю, я на самом деле имею в виду, конечно, всех учителей российского отделения Британской международной школы. Это зависит от того, где ребенок обучался до этого, каким образом обучался. Иногда бывает, что, скажем, ребенок учился за границей, не занимался по российской программе, и тогда такие предметы, как математика, русский язык в первую очередь, они серьезно проседают. Тогда процесс адаптации может затянуться, и опять же зависит от возраста, от того, сколько ребенок не доработал, но пытаемся наверстать. Иногда приходит из российской школы или из другой частной школы, и плюс-минус программа российская пройдена, тогда адаптация проходит достаточно быстро. Наша задача максимально подготовить ребенка к вхождению во взрослую жизнь. И, естественно, стараемся, чтобы он был адаптирован к тем проблемам во взрослой жизни, которые он встретится, к тем задачам, которые будут перед ним ставиться в университете и в дальнейшей жизни.
Не всегда, наверное, это получается идеально, но, опять же, на то есть свои причины. Если говорить про образовательные вопросы, то, наверное, это человек думающий, умеющий применить свои знания в соответствующей обстановке. И, конечно, то, что я говорил, это английский язык. Без него в современном мире, наверное, тяжело общаться. И наши выпускники английским владеют практически в совершенстве. Другие предметы мы больше все-таки стараемся усилить те направления, которые нужны ребенку для поступления в университет, потому что поступают у нас совершенно разные вузы, разные направления дети выбирают, но, как правило, успешно сдают единые государственные экзамены и поступают в соответствующие университеты. Среди наших выпускников и студенты МГУ, МГИМО, Высшей школы экономики РАНХИКСа. Небольшое количество детей едет все-таки продолжать обучение на Западе. И в Кембриджском университете есть наши дети, наши выпускники, в Бостонском университете, во многих университетах мира. Здесь я бы говорил о каких-то практических задачах, которые мы перед собой ставим и выполняем. Это больше относится, наверное, к старшим классам, 9, 10, 11 класс, где мы усиливаем различными способами подготовку детей по русскому языку, математике, английский язык, ну и, соответственно, предметы по выбору, те, которые им нужны для поступления в профильные вузы. Я бы сказал, что детям здесь интересно. Здесь в любом случае они реализуют свои способности. У нас достаточно большая внеклассная работа, плюс на уроках очень интересно. Плюс про то, что я уже неоднократно говорил, атмосфера в классах, она дружеская, дети с удовольствием общаются друг с другом, с учителями, реализуют свои способности во многих областях. Это и музыкальные способности, и художественные, и учебные. Поэтому детям интересно, и они и после каникул, и каждый день с удовольствием идут в школу. Тоже дети разные, бывают, наверное, исключения. Но в целом, конечно, так. Я знаю, как вам не просто подобрать школу для своего ребенка, выбрать первый класс, потому что в идеале это, конечно, на все 11 лет обучения в школе. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы ваш выбор был успешным. И со своей стороны могу сказать, что Британская международная школа, российское отделение сделает все возможное, чтобы вашим детям было интересно учиться в нашей школе и чтобы школьные годы остались в памяти, запомнились на всю жизнь.